Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про обдирочные камни, рассмотрим самые популярные. Это у нас обдирочный камень Barite серии T2, 150 гритности будет. Далее Barite серии CSHD 120, увеличенной толщины, маркируется как 1/2. Далее алмазный камень с трехслойным напылением, также он называется еще чебоксарский. И веневский камень двухсторонний, стопроцентный, 160-125 сторона. Теперь о том, когда нам вообще потребуются обдирочные камни. Это у нас первая обдирка ножа, то есть формирование подводов как таковых. Вот у нас сегодня на примере будет нож от Анатолия Ивановича Уракова. Модель называется T8, если я не ошибаюсь. Здесь подвода сейчас абсолютно никакого нет, нож тупой. И мы будем формировать при помощи наших камней. Полную заточку я показывать этого ножа не буду, покажу только по минуте на каждый камень и результат, который у нас получится. Потом я уже за кадром его нормально, так скажем, доведу. Далее обдирочные камни применяются, когда нам нужно поменять угол заточки ножа, либо же произвести его ремонт, убрать большие сколы и замины. Если нож нам надо просто подправить и попасть в тот же самый угол с обдирочных камней, начинать не обязательно. Теперь непосредственно по самим камням. Начнем с алмазных камней. Веневский камень, сторона 160-125. Она мне больше всего нравится для обдирки. Подходит для сталей от 58 единиц и выше обдирки. Почему не стоит веневскими камнями работать по сталям ниже, чем 58 единиц? Потому что камни очень быстро забиваются, во-первых, металлом, то есть засаливаются, и алмазы выдираются из связки. За счет вязкости стали алмазы застревают и выдираются из камня, то есть вы камни свои портите. Также веневский камень работает на сухую. Мы сейчас говорим про обычную бакелитовую связку. И можно еще использовать мыльный раствор, чтобы он у нас сильно не забивался шламом. Дальше перейдем к камням, которые имеют гальваническое алмазное напыление. В данном случае у меня трехслойное напыление. Это камень Чебоксарского завода, которые представлены на нашем сайте. Габаритность его 125/100, хоть и он имеет такую маркировку, но он достаточно грубый и очень хорошо снимает металл. Этот камень не нуждается ни в коем случае в выравнивании. У него потому что есть напыление, если вы его сотрете, то камень просто выкидываем. Также этим камнем можно работать как на сухую, так и использовать опять же воду, чтобы камень сильно у нас не засаливался. Ну или после заточки его можно просто почистить. Ну и еще, кстати, напомню то, что у камня две стороны и они обе рабочие. То есть если вы стерли одну сторону, можно перейти к другой. Далее перейдем к карбиду кремния. Карбид кремния у нас является универсальным, работает по абсолютно всем сталям, от мягких до самых твердых. Работает он с водой, необходимо камни замачивать буквально 5 минут перед заточкой, после чего можно приступать к заточке. Обдирочные камни у нас представлены как из серии T2, так и из серии CSHD, увеличенные толщины маркируются, как я уже сказал, 1/2. И перейдем как раз таки к серии T2. Это у нас оксид алюминия, работает по сталям до 62 единиц. Выше, в принципе, он тоже может работать, но уже будет не так эффективен, и вы просто на самом деле камень свой убьете. Но он лучше всего подходит для мягких и средних сталей. Также он работает с маслом. Можно применять как фирменную жидкость от Barite, это Brilube. Также можно применять и наше фирменное масло на основе алииновой кислоты. Называется масло для заточки. В качестве примера у нас неспроста взят нож от Анатолия Ивановича Уракова со сталью 440C. Твердость ее составляет порядка 60 единиц порога его, потому что диапазон 58-62 единицы является такой золотой серединой, где абсолютно любые камни будут хорошо справляться и показывать результат. Сейчас мы что делаем? Обклеиваем его малярным скотчем и зажимаем уже в нашу точилку профиль. И сейчас разделим наш нож на 4 части. Маркером я наношу метку по середине ножа. Для того, чтобы эту сторону мы проточили веневским камнем, здесь мы будем протачивать гальваникой. И с обратной стороны также мы разделим пополам, проточим карбидом кремния и оксидом алюминия. Я ставлю таймер на 1 минуту, и мы посмотрим, какой результат у нас будет после
венецкого камня, сторона 160-125. Запускаем. Сейчас вы на своих экранах видите результат заточки за 1 минуту венецким камнем 160-125. Создали маленький подвод. Кстати, я не сказал про угол заточки. Угол заточки составляет 22 градуса на сторону или 44 общий. 1 минуты, конечно же, недостаточно работы венецким камнем для выхода на режущую кромку. Но и никакой из этих камней за такой промежуток у нас не справится со своей задачей. Следующий камень у нас это будет гальваника с трехслойным напылением. Сейчас скорректируем угол заточки, так как у нас толщина камня отличается. Выставляем те же самые 22 градуса на сторону. И запускаем наш таймер. Как вы видите на своих экранах, результат от бруска с галваническим напылением очень хороший и значительно превосходит результат от венецкого камня. Сейчас переходим на камень Барайт серии Т2 150 гритности. Добавляем на него масло для заточки. Также мы уже скорректировали угол. Запускаем наш таймер. И приступаем. Ну и перейдем к камням карбида кремния. Так как они работают своей суспензией, постоянно обновляют свое зерно. И за счет этого камни работают очень быстро. Важно при работе этими камнями на них сильно не давить, так как если вы начнете на них давить, эффективность это не придает, а камни вырабатываются от этого гораздо быстрее, то есть появляется седло. Ну что ж, запускаем наш таймер и приступаем. Подводя итог этого эксперимента, можно смело сказать, что бруски с гальваническим напылением у нас работают быстрее всего, но у них имеется один недостаток. Это их износостойкость. Вырабатываются они быстрее всего. Лидером по износостойкости у нас являются камни Венецкого завода, и они немногим уступают по скорости работы камням с гальваническим напылением. Вслед за ними идут у нас уже камни карбида кремния. Они имеют среднюю износостойкость и довольно-таки неплохую скорость работы. Камни серии Т2 превосходят по износостойкости серию CS-HD и имеют среднюю эффективность работы. Ну а какие камни для обдирки выбираете вы, пишите в комментариях под этим видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.